Приветствую, друзья! Одновременно с успехом недорогих внутриканальных наушников Tripavin X HBB Melee аналогичные свои новинки представили и другие производители. CVG Angel Wings, например, это уже гибридная модель, состоящая из 6-мм динамического драйвера и высокочастотной арматуры 395. В плане характера звука у них плюс-минус паритет. Оттого и рассмотреть эту модель нужно просто незамедлительно. Собственно, поехали! Пришли наушники в коробке, оформленной в таком анимешном стиле с указанием наименования и фирмы-изготовителя. На обратной же стороне красуется полный список технических характеристик и заводской графика чеха. Выглядит он довольно-таки ровным, но делайте скидку на весьма читерский масштаб по вертикали. Из характеристик выделим чувствительность 92 дБ на милливатт и импеданс 16 Ом. В комплект нам положили стандартный набор документации, простенький такой тряпочный чехол и две дополнительных пары амбушюр, одна уже была изначально установлена на наушнике. Качество кабеля, как на мой взгляд, тут весьма посредственное, да и сопротивление у него 0,612 Ом, что уже где-то на грани разумного. Чашечки распечатаны на 3D принтере и выполнены в классической уже для серьезных брендов манере с компенсационным отверстием, направленным назад и звуководом, прикрытым металлической сеточкой. Специальный выступ для удержания амбушюр здесь, конечно же, тоже присутствует. Внутри установили динамический 6-мм драйвер и высокочастотную арматуру 395, то есть это у нас уже гибридная модель. На фейсплейты же вынесли абстрактный такой рисунок с полным наименованием модели. В уши Angel Wings мне сели, друзья, просто превосходно, удобно и с отличным уровнем пассивной звукоизоляции. К амбушюрам тоже вопросов у меня особо нет. Очень напомнили мне таковые из набора Дуну, хотя нет. У Дуну сердцевинка была намного мягче. Вот так вот это все и выглядит. По измерениям у нас чуть более короткий относительно нормы импульс, какие-то очень подозрительные расхождения между левым и правым каналом и искажения в пиках, достигающие около 0,3%. Фаза ведет себя более-менее естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует стандартным 78 и 98 миллисекунд. По ЧХ же мы имеем подъем низких частот на 10 дБ с легким ослаблением запчасти и довольно внушительное выделение области от 1,5 до 6,5 кГц. С тем, что нарисовал нам производитель, реальные измерения на электронном ухе не очень вяжутся. Говоря о подаче, CVG Angel Wings мне действительно очень сильно напомнили не так давно бывшие на обзоре Tripavin X HBB Melee. Такое же зажатое, нейтральное, чуть подсушенное звучание. Так что над основной направленностью модели даже гадать не приходится. Angel Wings прекрасно подойдут исключительно под разнообразные скоростные тяжелые жанры. В ходе многочисленных экспериментов я еще убедился, что замена амбушюр на те самые черные с насечками и кабель на медный от КЗ положительным образом сказывается на сочности и мелодичности, однако по большому счету, друзья, вообще ничего не меняет. Постоянно кажется, что моему 3-ваттному усилителю не хватает мощности для раскачки, или надо еще добавить по громкости. Сцена здесь проработана довольно-таки неплохо, низкие частоты имеют достойные скоростные показатели и небольшое ослабление на саб-составляющие. Серединка чистая, прозрачная, а верха чуть отведены на задний план, чтобы избавиться от грязи, рези, песка и сибилянтов. Слушается это, вообще говоря, очень даже неплохо, но в отличие от Melee привыкнуть к такой подаче лично у меня, друзья, не получилось. В плане стилистики лучше всего модели удаются всякие плотные, тяжелые, танцевальные жанры. Только для них Angel Wings я и рекомендую рассматривать. По источникам же у героев обзора вообще никаких проблем. Они одинаково отыграют от крутейшего стационарного ЦАПа, или самого дешевого свистка. В этом плане можно вообще не заморачиваться. Звучит модель детально, резко, технично, с легким таким аналоговым налетом мелодичности. По эмоциям же они довольно-таки сдержанные, даже ближе к нейтральным. Это совсем не вариант для любителей естественности и музыкальности. Хотя фанатов среди ценителей всяческих тяжелых жанров у данного подхода реально очень даже много. Я же себя к их числу отнести никак не могу. Модель, как на мой взгляд, ровно на свои деньги. Стилистически очень зависимая и требующая привыкания к своему особенному характеру подачи материала. При этом все действительно чистенько и по-музыкальному строго.
Итогом гибридные внутриканальные наушники CVG Angel Wings мне понравились своей реально удобной посадкой и внешним видом фейсплейтов. В недостатки отнесу несколько такое зажатое, на мой взгляд, звучание и довольно посредственный, на мой вкус, кабель. В звучании же все предсказуемо технично, резко и четко. Нигде ничего не сбивается в кашу. В сильную передачу эмоций наушники, к сожалению, тоже не уходят, как и имеют весьма сдержанную выразительность. Брать такое можно только под всякие тяжелые жанры. Именно там такой подход имеет четкое применение и действительно идет музыке на пользу. На мой же взгляд, интересная модель будет в основном ценителям меле, ну и то в качестве альтернативы. Это были CVG Angel Wings. А на этом у меня, друзья, все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.